Всем привет! Меня зовут Катя, вы на канале This Cozy Nest. Сегодня покажу, как вязать такую двойную планку с петлей для пуговицы для кардигана. Для начала основным номером спиц набираем по одной петле с каждого ряда кромки. Обрезаем нить и возвращаемся к первой набранной петле. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и сейчас будем набирать петли для самой планки. Набирать будем итальянским набором петель для вязания полой резинки. Количество набранных петель всегда должно быть нечетным. В данном случае я наберу 9. Перекрещиваем нити, чтобы закрепить край. Переворачиваем на лицевую сторону и начинаем вязать по тому же принципу, что и полую резинку. Первую петлю мы провязываем лицевой. Вторую снимаем, нить перед работой. Вяжем таким образом до последней набранной для планки петли. Когда на спице осталась последняя набранная петля, мы должны провязать ее вместе лицевой с наклоном влево с первой набранной петлей по кромке. Таким образом мы будем соединять петли, набранные для планки, с петлями по кромке изделия. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и продолжаем вязать планку. Первую петлю снимаем нить перед работой, вторую провязываем лицевой и так далее до конца ряда. Последнюю петлю мы снимем нить перед работой. Еще раз покажу, как вязать ряды планки. Таким образом мы можем связать всю планку изделия. Если вам необходимо вывязать петли для пуговиц, то дальше я покажу, как это делать. Начинаем вывязывать петлю для пуговицы. Для этого мы провязываем не полный лицевой ряд, а только половину петелек. В данном случае из 9 я буду провязывать 4. После этого переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем эти же петли с изнаночной стороны. Количество таких рядов зависит от того, какого размера петля для пуговицы вам нужна. Мне нужна небольшая петля, поэтому я связала всего 4 ряда. Вяжем еще один лицевой ряд и обрезаем нить. Присоединяем нить ко второй части планки, непровязанным петлям, и провязываем их таким же образом. Начинаем с лицевой стороны. Последнюю петельку провязываем вместе лицевой с наклоном влево с петлей по кромке изделия, изнаночную сторону и дальше такое же количество рядов, какое вы связали в первой части планки. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону
и провязываем все петли планки вместе, завершаем формирование петли. Дальше вяжем планку таким же образом, как и раньше, до последнего ряда планки, то есть пока не останется одна непровязанная петля по кромке изделия. В этом ряду мы закрываем петли иглой фабричным швом. Для этого оставляем хвостик примерно 30-40 см, обрезаем нить, вставляем иглу и начинаем закрытие. Когда на спице осталось 3 петли, мы снимаем последнюю петлю планки вместе с последней петлей по кромке изделия. Затягиваем последние закрытые петли и прячем все хвостики. Вот такая аккуратная планка у нас получилась с очень аккуратными фабричными краями.